Мощность 200 Вт, режим караоке, поддержка подключения двух проводных микрофонов, динамическая подсветка с обширной кастомизацией, звуковой эффект X3D, технология X-Bass, поддержка режима стереопары, защита по стандарту IP67, время автономной работы до 30 часов на одном заряде аккумулятора, и обо всем этом, как вы поняли, можно прочесть в рекламе к Bluetooth-колонке под названием Tribit Stormbox Blast 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, как всегда, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в достаточно крупной упаковке, что неудивительно, учитывая габариты самого устройства. Выглядит упаковка хорошо, на ней есть стандартное изображение, название и краткие характеристики у модели. Упаковка неплохая, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем саму колонку, краткое руководство и зарядный кабель AC с евровилкой. Весит колонка немало, 7 кг 200 граммов, а габариты составляют около 47,5 на 19 на 26 сантиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым роликом, и либо в описании своего канала, либо в комментарии указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, плюс еще и iPhone 16 разыгрываю на Новый год. Перейдем к беспроводной колонке. Приобрести данную колонку можно только в черной расцветке. Выглядит устройство стандартно для подобного форм-фактора. Корпус выполнен из матового прочного пластика. Ко всему есть металлическая сетка, как с фронтальной части, так и с тыльной. А пассивные излучатели имеют прорезиненную поверхность. Собрана модель достойно, каких-либо зазоров или чего-то подобного я не нашел. Blast 2 довольно увесистая, и для того, чтобы можно было с удовольствием переносить колонку, здесь предоставили ручку с надписью 3-bit и рельефными полосами. Но она не прорезинена, за что минус. Ставится колонка только в горизонтальном положении на специальную прорезиненную поверхность с овальной формой. На корпусе же расположили название производителя, прорезиненную панель для управления, а также максимально надежную заглушку, за которой находится разъем AC, разъем USB-A на выход 5 вольт 2 ампера. И от колонки можно подзаряжать другие устройства. Но эффективность зарядки очень маленькая, куда удобнее будет брать с собой полноценный Powerbank. Но в любом случае спасибо, что подобная функция вообще есть. Может, кому-то и понадобится. Далее можно обнаружить разъем Type-C на вход, также 5 вольт 2 ампера. С помощью него можно подзаряжать колонку, но лучше использовать родной кабель и разъем AC. Плюс за AUX разъем отдельно, а также за два разъема на 6,5 мм под микрофоны и 3 регулятора. Blast 2 поддерживает режим караоке с подключением двух микрофонов. Как вы уже поняли, есть возможность отрегулировать эффект, вибрации и громкость для каждого микрофона. Жаль, микрофонов нет в комплекте. Воспроизводить музыку можно только по AUX кабелю через Bluetooth соединение, а также есть информация о том, что можно воспроизводить музыку через USB-A с флешки. Но у меня с двух флешек это сделать почему-то не получилось. Что же касается панели управления, на ней есть 4 индикатора заряда аккумулятора, рядом с кнопкой питания кнопка для перехода в режим сопряжения Bluetooth, кнопка для включения технологии X-Bass для перехода в режим стереопары, для регулировки подсветки и 3 стандартные кнопки, такие как кнопка play-паузы и кнопки регулировки громкости. Отмечу, что стереопару также можно будет создавать вместе с колонкой с Blast первого поколения, но скорее всего это дело добавят с обновлениями. Удобно, что некоторые кнопки имеют подсветку, а 3 стандартные кнопки выполнены в объемном стиле. Управление обыкновенное, и некоторые команды сопровождаются системными сигналами, которые можно выключить через приложение. Переназначить управление нельзя, что стандартно, но есть возможность настроить, какой эквалайзер будет включаться по нажатию на кнопку X-Bass, за что, несомненно, плюс. Далее, динамическая подсветка в данной модели выглядит неплохо, но не скажу, что ее реализация максимально хорошая. Плюс за то, что есть отличные настройки и 3 основных режима работы. В приложении можно настроить яркость каждой части подсветки, выбрать цвет и режим. Летим дальше. Оснащена 3-bit Storm Blast 2 двумя усилителями TI, одним сабвуфером мощностью 80 Вт, который расположили с фронта, 2 среднечастотными динамиками мощностью в 45 Вт, 2 твиттерами по 15 Вт и 2 пассивными излучателями. Общая выходная мощность 200 Вт с подключенным питанием, частотный диапазон от 40 Гц до 20 кГц. Заряд аккумулятора в шторке на смартфоне не отображается, за что, конечно же, минус. Мультипоинта не завезли, за это минус тоже. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством. Далее, емкость аккумулятора 79,92 Вт-часа. Полный цикл зарядки занимает в среднем, по моим тестам, 4 часа 35 минут, используя комплектный кабель. В случае, если заряжать колонку кабелем USB-C, время зарядки гораздо сильнее увеличится.
Заявленное время автономной работы до 30 часов на громкости в 50% с выключенной технологией X-Bass и светодиодной подсветкой. По моим же тестам на громкости около 60% с включенной подсветкой и функцией X-Bass время автономной работы составляет 12 часов. Далее, водонепроницаемость и пыленепроницаемость класса IP67 для теста я поливал в течение нескольких минут. В результате колонка никак не пострадала, что радует, но специально это делать не стоит. Здесь не 68 IP и вообще, в принципе, колонками под водой в бассейне мало кто пользуется, правда? Приложение 3-бит, плюс за то, что при первичном подключении колонки к приложению мне сразу же прилетело обновление, но обновлялась колонка некорректно, так как приходилось несколько раз выключать ее, после чего снова пытаться обновить, но в итоге обнова все-таки встала, хотя осадочек остался. На стартовой странице мы имеем ползунок регулировки громкости и плеер. Далее есть вкладка «Настройка подсветки», вкладка с предустановленным звучанием в количестве 7 штук. Ко всему можно настроить свой 10-полосный кастомный эквалайзер, на который колонка откликается без труда. Предустановки звучания настроены хорошо, также есть интересная технология X3D. Звук с данной предустановкой создает эффект объемного звука с широкой сценой. Но лично мне качество звука с эквалайзером X-Bass импонирует больше, так как с X3D высокие частоты отходят на второй план. Последнее из полезного, что есть в приложении, это автовыключение колонки и включение индикатора уровня громкости в подсветке. Bluetooth же здесь в версии 5.4, из кодеков есть только SBC, подключается она без труда к разным устройствам, к примеру, ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты, ТВ и так далее. Связь со смартфоном колонка держит хорошо, на улице спокойно, без обрывов она воспроизводила музыку на расстоянии 20 метров, задержка при просмотре видео на YouTube приемлемая, в играх же задержка заметна. Опять же, для игр я сомневаюсь, что кто-то будет ее покупать. Примеры вы сейчас увидите на экране и услышите. Звучание, качество звука, учитывая характеристики модели, меня очень даже порадовало. По громкости она явно громче, чем первая Blast. По звучанию, если сравнивать с колонкой от JBL такого же форм-фактора, как по мне Blast 2, особо не уступает, ко всему стоит дешевле. С другой стороны, все же JBL Boombox 3 будет выдавать более многослойный звук, чем Blast 2. Бас у 3-бит мощный, глубокий и объемный. Высокие звучат качественные, не пропадают на фоне низов. Но по сравнению с первой версией Blast, они менее выразительные. Середина проработана хорошо, каши из частот нет. Для своего сценария использования, а именно для вечеринок, посиделок на природе и тому подобному, Blast 2 выдает отличное звучание. Но лично я лучшего звучания смог добиться только используя кастомный эквалайзер. Также отмечу, что если слушать музыку с подключенным кабелем к сети, громкость становится слегка выше. Но это практически незаметно в повседневном использовании. Для примера я вставлю то, как колонка воспроизводит музыку, но напоминаю, что передать звучание этой или любой другой колонки таким образом невозможно. Все из-за огромного количества факторов. Для примера, вы будете слышать звук со своих динамиков смартфона или другого устройства или колонок. А помимо этого еще можно упоминать про рендер, собственно, видео, рендер на YouTube, про микрофон, на который записывается звук колонки, про сжатие YouTube и не только. В любом случае, может быть, кому-то данный пример да поможет. Минусы. Непрорезиненная ручка, нет слота под карты памяти, нет AUX кабеля в комплекте. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую. Беспроводная колонка 3-бит Stormbox Blast 2 отличная колонка, но ее необходимо ловить на лютых скидках, так как цена на нее в обычное время завышена. По сравнению с прошлой моделью обновления есть и притом значительные, но подходят они для разных сценариев использования. Blast
Blast первого поколения имеет более сбалансированное звучание и лучше выражает высокие частоты, что подходит для небольших компаний или домашнего использования. Blast 2 — это колонка прям для вечеринок. Спасибо за просмотр. От меня девайсу однозначное да, особенно во время сейлов, которые, в принципе, каждые 2 недели проходят, поэтому ловите, как говорится, в телеге скидок. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!